Дорогие друзья, всем привет! И прежде чем мы начнем, я бы хотел отметить, что за все время ведения канала я ни разу не представлялся. И многие люди думают, что Биомашина — это мой псевдоним, и я назвал канал в честь себя. Но это не совсем так. Я назвал канал в честь идеи, в честь концепции нового взгляда на человеческий организм и его здоровье. И если следовать такой логике, то да, Биомашиной можно назвать как меня, так и всех вас. Ребята, я написал небольшую статью, где чуть более подробно рассказал про Биомашин, про идею проекта и к чему мы стремимся. Я думаю, вам будет интересно почитать, и это все расставит по своим местам. Ну а меня зовут Роман Овчаров. Наконец-то будем знакомы, и давайте начинать. И сегодня мы поговорим про вид тренировок, который, во-первых, позволяет достигать большинства поставленных перед тренингом целей, от мышечной массы и похудения до здоровья в целом, и, во-вторых, позволяет нивелировать большинство проблем, которые возникают у большинства людей на этом пути. От нехватки времени, желания, оперативной памяти, оборудования, чего угодно. И, как вы уже догадались, выбирать здесь не придется. Интервальный тренинг или HIIT – это чередование интервалов высокой физической нагрузки и отдыха. То есть мы подчеркнуто активно включились, затем немного отдохнули, и это, кстати, считается одним кругом. Дальше цикл повторяется до тех пор, пока мы не сделаем нужное количество кругов. HIIT пришел к нам из спорта и практикуется там с 20 века. За это время было выработано множество его версий. Они получили название протоколы. Наверное, все слышали про протокол Табата. 20 секунд максимальной работы, затем 10 секунд отдыха. Также есть множество других. И здесь уже дело вкуса, подстройки под ваш уровень подготовки и ваши задачи. И пока мы не перешли к практике, важно разобраться с головой. Ведь любая серьезная деятельность начинается с ответа на вопрос «Зачем? В чем профит?». Только так мы сможем запрограммировать свой мозг на позитивные изменения в долгосрок. Нам крайне важно дать конкретный, понятный ответ, в чем польза от выполнения той или иной задачи. И давайте начнем с того, что любая физическая тренировка – это не только мышцы или похудение. Это в первую очередь огромный вклад в здоровье организма. Начиная с положительного влияния на сердечно-сосудистую систему, от проблем с которой, на секундочку, 60% всех смертей в мире, заканчивая лимфой, иммунитетом, суставами, митохондриями, гормонами, мозгом, пищеварением и так далее. Любая ваша тренировка – это каждый раз небольшой апгрейд вашей биологической машины. Мышечная масса и процент жира – это приятные внешние надстройки. Если копнуть в доказательную науку, нас ждет приятный сюрприз. По теме HIIT, интервального тренинга в целом, огромное количество научных публикаций. А это дело, ребята, на пустом месте не появляется. Вот, например, 33 систематических обзора, включая 25 метаанализов, показали, что интервальный тренинг улучшил сосудистую функцию сердца, антропометрию, маркеры воспаления, мышечную массу, инсулин и целый ряд других важнейших показателей здоровья, что говорит нам о том, что вообще я бы хотел сейчас зафиксировать главную мысль этого блока, пожалуй. Интервальный тренинг абсолютно не хуже других типов тренинга качает наше здоровье, а в чем-то делает это даже лучше других. Как же ведет себя HIIT с точки зрения жиросжигания? Во-первых, он замечательно понижает уровень глюкозы и инсулина, что является очень положительным процессом как для похудения, так и для здоровья в целом. Во-первых, у нас все замечательно с сосудами и капиллярами. И как мы поняли из начала нашего видеоматериала, именно из-за проблем с этими вот ребятами львиная доля смертей сегодня в мире и происходит. Второе. Трата калорий. Здесь тоже интересные данные. За 10 минут, или за 15, у всех по-разному. В общем,
Стандартная хит-тренировка способна тратить столько же калорий, сколько 40 минут стандартного кардио. Велик, бег, что угодно. Циклическая работа. И это будет очень интересно для тех, кто не любит делать кардио, для кого это нудный, долгий, неинтересный процесс. Ну и третье – это метаболический отклик. Это тот процесс, когда после тренировки вы продолжаете тратить калории, ваш организм сжигает их в состоянии покоя. Но, ребята, было бы, наверное, нечестным упустить тот факт, что трата калорий на самой тренировке раз, метаболический отклик после тренировки два. Все это перекрывается двумя маленькими съеденными конфетками после тренировки в любое время. Понимаете, да? Поэтому самое главное – это корректный менеджмент питания, диета, в правильном смысле этого слова, выстроенный рацион. Именно там начинаются все изменения. Конечно, к этому стоит добавить еще гормональную систему, психику, микробиом, и уже потом тренировка. Тренировка – это дополнение, но важно заметить, что без тренировок мы не получим той самой крутой структуры тела, конституции тела, консистенции мышц. Поэтому тренировки обязаны быть. Но не забывайте, что это не основа, далеко не основа. Во время же разжигания важно понимать базовую работу гормонов и уметь ими управлять. Когда-нибудь мы поговорим об этом отдельно. Сейчас же сделаю акцент на кортизол и грелин – гормоны, которые провоцируют голод. Когда они высоки, мы хотим есть. И, конечно же, в первую очередь нас тянет на сладкую и калорийную пищу. Любая долгая и объемная тренировка поднимает уровень кортизола и, соответственно, чувство голода. В случае хита, где из 20 минут тренировки активной работы всего лишь минут 5-7, мы просто не успеваем накопить тот уровень кортизола, который спровоцирует голод. Если, конечно же, тренировка была выстроена более-менее адекватно. И это, я считаю, довольно приятно, потому что за час стандартной силовой или за 40 минут кардио, безусловно, есть захочется и довольно сильно. И давайте сформируем главный вывод этого блока. Интервальный тренинг с точки зрения похудения и жиросжигания является очень хорошим инструментом, пожалуй, в некоторых моментах даже лидером, поэтому использовать его для этой цели довольно разумно. Также абсолютно реально переналадить интервалку на рельсы построения мышц. Просто меняем всякие лайтовые попрыгушки на силовые упражнения, увеличиваем интервалы отдыха и работы, грамотно распределяем нагрузку между мышцами. И мы прекрасно сможем рекрутировать всю мышцу, накапливать нужные факторы мышечного роста. Конечно, если вы хотите максимального результата с точки зрения роста мышечной массы, без стандартных силовых тренировок просто никуда. Но для достижения 80%, так скажем, эталонных фигур, о которых мечтает большинство населения, интервального тренинга вот так. Просто нужно правильно его комбинировать, и выстраивать грамотную периодизацию и другие процессы. И это может быть интересно, разнообразно, туда можно включить все что угодно. Как я говорил, это инструмент, и гвоздь можно забить молотком, рукой, пассатижами, чем угодно, также и здесь. И, кстати, сейчас вы видите на экране фотографии, которые прислали наши подписчики в результате опроса. Вот эти фигуры они считают своим эталоном. И я считаю, что интервальный тренинг для этого будет вполне достаточен. Однако я бы не зацикливался и комбинировал его с кардио, силовыми. Но так как сегодня мы общаемся на тему именно интервального тренинга, общаемся именно Есть такой показатель приверженности. Он говорит о том, насколько легко и надолго человек приобщается к тому или иному виду тренировок. Так вот, в случае с хит-тренингом приверженность достигает 80%. Это очень высокий показатель. На самом деле можно бесконечно искать лучшие или худшие тренировки, но всегда будут работать только те, которые вам нравится делать регулярно. Как бы неистово мы ни пахали, какие бы крутые добавки и упражнения не использовали, это меркнет перед планомерной работой в течение нескольких лет. Вот сейчас услышьте меня, пожалуйста, это очень важно. Самое главное, особенно на старте, сделать так, чтобы тренировки вам нравились, были для вас посильны, не только с точки зрения физического труда, но и с точки зрения вашего восприятия вашей психики, были достаточно простые и понятны, чтобы они вас не напрягали и не парили, чтобы были достаточно короткими, чтобы вы не успевали перетрудиться, уходили на подъеме. Вот это то, что большинство людей просто не учитывают, пропускают мимо.
Приходят с огромным зарядом, похудеть, накачать кубы, с какими-то слишком гиперболизированными целями, но по итогу сливаются. 80% людей, которые приходят за фигурой, сливаются в первые несколько месяцев. Это не наш подход, поэтому нужно немножко менять стратегию и более интеллектуально подходить к этому процессу. Интервальный тренинг воспринимается мозгом как более простая, подвластная, непродолжительная нагрузка, а значит, приступить и привыкнуть к ней проще. Это идеальное решение для 4 типов людей: занятых, перегруженных, новичков, тех, кто не любит долго или нудно тренить, ну и куда же, собственно, без когда-нибудьчиков. Ну и напоследок про влияние на мозг. Конечно же, это очень обширная тема, сегодня мы ее с вами объять не сможем. Но если выжать из этого сухой остаток, то любые новые движения, непривычные для вашего организма, тренируют ваш мозг. В случае интервального тренинга все вообще круто. За 5 минут тренировки мы можем переделать до 10 разных движений ввиду вот этой самой быстрой цикличности. И просто нужно держать в голове, что периодически в тренинг стоит добавлять что-то новое, необычное и сложное для вас. Безусловно, до этого изучив технику, чтобы избежать травмоопасности. Ну и вишенка на торте, друзья, это лактат. Производная молочной кислоты. Та штука, от которой раньше все пытались избавиться и поскорее вывести ее из своего организма. Оказывается, он может быть топливом для нашего мозга. Так вот, физические тренировки анаэробного характера, где присутствует характерное закисление, улучшают нейрогенез, долговременную память, имеют выраженный антидепрессивный эффект и предотвращают болезни мозга и слабоумие. Тренировки лучше любой таблетки, помогают при депрессии и позволяют увеличить эффективность интеллектуального труда. Делая хит, мы реализуем это сполна, затрачивая при этом 20 минут. Итак, ребята, мы наконец-то переходим к практике. Не забывайте, что интервалы могут исчисляться по-разному: расстоянием, периодами времени, количеством повторений. И отдых – это тоже важно. Не нужно стоять столбом, когда вы отдыхаете, двигаетесь, хотя бы просто перемещаетесь, ходите, трясите руками, ногами. Это поможет вашему сердцу быстрее восстановиться, особенно на старте. И очень полезной привычкой будет проверять свой пульс в периоды вашего отдыха. Ребята, на самом деле очень важно следить за пульсом. Видео про сердце мы уже поняли, что это хрупкий орган, и его очень легко сломать неправильным тренингом. И у многих людей почему-то кроссфит, интервальный тренинг, табата ассоциируются с уничтожением, сумасшедшей пахотью. Но, друзья, это ведь не так. Вы сами себе хозяева. И то, как пользоваться этим инструментом, в ваших руках. Поначалу, конечно же, ваш пульс будет взвинчиваться даже от самой простейшей работы. Но это нормально, закономерно. Организм еще не готов. Со временем, по мере роста вашей тренированности, вы будете выполнять ту же работу, даже более активно и мощно, но при этом вам хоть бы хны. Митохондриальный, мышечный аппарат, сердечно-сосудистая система будут тренироваться. И со временем для вас это станет плевым делом. Все придет постепенно. Теперь небольшой блиц. С чего начать? Начните с готовых форматов. Ориентация на время будет проще всего. Я предлагаю 20 секунд активной непрерывной работы и 20 секунд отдыха. Это хороший средний вариант. Считаем пульс. Если выходим за порог, либо понижаем интенсивность упражнений, либо добавляем отдых. Это просто сделать с помощью кастомных таймеров. Так вы сможете вставлять свое время. Варианты таймеров мы выложили в нашем телеграм-канале. Какие упражнения выбрать? Те, которые вам нравятся, в которых вы хорошо чувствуете свои мышцы, технику которых вы освоили заранее и которые подходят под темп тренировки. Здесь довольно много индивидуального фактора. Упражнения могут быть силовыми, если ваша цель гипертрофия, активными и подвижными в случае похудения, также могут быть с акцентом на функциональное развитие, гибкость, координацию, что угодно. Как накачаться или похудеть с помощью хита? Если вы делаете силовое упражнение и закисляете мышцу, вы по сути уже качаетесь. Просто выстраиваете свою интервалку из силовых упражнений, добавьте адекватное отягощение. Дальше вопрос грамотной настройки этих и остальных параметров. Также мы поняли, что интервальный тренинг не хуже обычного кардио сжигает жир. Поэтому почти любой формат активной интервалки будет для этого очень хорош. Также хит можно переделать под формат кардио, просто снижаем интенсивность до 70% от максимальной ЧСС и работаем непрерывно от получаса. Как часто делать тренировки? На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Можно делать и каждый день, и 3 раза в неделю. Зависит от множества факторов. Этому искусству нужно учиться, но минимум это 2 раза в неделю. Этого будет хватать для запуска минимальных результатов. Ну что, друзья, вот мы и подошли к концу.
Для еще лучшего понимания темы я написал небольшой пост-конспект и приложил к нему аудиоподкаст, выложил в нашем телеграм-канале. Я там еще лучше углубляюсь в этот вопрос, погружаюсь в практические нюансы, которых зачастую очень сильно не хватает, когда вы начинаете приступать к практической деятельности. Я надеюсь, это вам поможет. Ну а мы продолжаем двигаться дальше. На связи. Работаем. Tremanosaurus to these carpet bugs. I call this finger opinion and throw it up when they ask for one. Got new money making jokes like be careful who you laugh amongst. Be careful who you laugh amongst. Tremanosaurus to these carpet bugs. I call this finger opinion and throw it up when they ask for one. Got new money making jokes like be careful who you laugh amongst. Be careful who you laugh amongst. Пишем. Давай склейку тут сделаем. Опять уехал. В общем, нет, заново. Как вам такой Илон Маск? Супер!